Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Вкусно дома. В этом видео я буду делать макарон на пшеничной муке. Конечно, это не настоящий макарон, так как настоящие делаются исключительно на миндальной муке, но я скажу, это как бы бюджетный вариант. Итак, вот список ингредиентов, которые я буду использовать. Также вы его найдете в описании под видео. В глубокую миску я просеиваю муку, какао и сахарную пудру. Если вы хотите делать цветные макарон, то просто количество какао заменяете мукой и все. Просеянные ингредиенты я перемешиваю венчиком до полного их соединения. В другой миске я начинаю взбивать белки. Белки у меня комнатной температуры. Как только появится такая легкая пивная пенка, по желанию можно добавить лимонную кислоту или щепотку соли. Буквально через 30 секунд я начинаю вводить сахар. Небольшими порциями, там буквально за 3-4 подхода я ввела весь сахар. И теперь увеличиваю скорость на максимум и продолжаю взбивать белки до устойчивых пиков. Это французская меренга, так как я взбиваю белки без заваривания и без добавления сиропа. Я считаю, что такие вот пироженки тоже имеют право на существование. И не вижу ничего плохого в том, что их тоже называют макарон. Я бы сказала, что делая розы из мастики и из крема, мы же называем их розы, да? И вот флористы, они же не предъявляют нам претензию, да, что это не розы. Роза, вот она растет в саду, вот это роза, а это у вас не роза, да, правильно? Вот так можно сказать просто, что это макарон на пшеничной муке. В принципе, я не вижу здесь никакого там греха и ничего такого плохого. И вот это моя такая позиция. Да, макарон на миндальной муке это одно, макарон на пшеничной муке это совсем другое, но визуально они между собой похожи. Да, вкус, конечно, отличается. Так, взбивание белков у меня заняло где-то минут 10-15, наверное. Вот мне кажется, что я очень долго их взбивала. Ну и вы смотрите визуально, как только у вас эти пики на белках уже не обвисают, вот хорошо держат форму, то в принципе достаточно уже взбивать. Белки уже взбиты, и теперь я перекладываю их в мучную смесь. И начинаю лопаткой снизу вверх или сверху вниз, как там правильно, начинаю вымешивать тесто, то есть делать этот макаронаж. Сразу хочу предупредить, что делать это очень надо долго, и это немножко вот тяжело. У меня прям реально руки заболели, пока я это все вымешивала. Но, тем не менее, добилась той нужной консистенции, которая, по моему мнению, должна быть. Время вымешивания у меня заняло где-то минут 15, а может быть и больше. Ну вот до такого состояния я вымешала это тесто. И теперь перекладываю его в кондитерский мешок. Конечно, желательно использовать насадку,
круглую, диаметром где-то 8 миллиметров. Ну, я вот просто в кондитерский мешочек отрезала уголок примерно 8 миллиметров, может быть сантиметр. И теперь вот перпендикулярно поверхности отсаживаю крышечки на расстоянии где-то 2 сантиметра друг от друга. Ширина крышечек этих 2,5-3 сантиметра. Отсаживать их надо в шахматном порядке, так будет лучшая циркуляция воздуха, и они лучше будут пропекаться, и вот будет эта юбочка в них. Дальше можно ударить противнем несколько раз о стол, а можно вот так просто ковриком немножко потрепать, и макароны разровняются, они вот станут шире. Оставляю в таком положении на минут 15-20, должна образоваться корочка. Вот на этом тесте корочка образуется очень быстро, вот не прошло, наверное, и 20 минут. И теперь отправляю их в духовку. Температура выпекания 140 градусов, время выпекания 20 минут. Сразу после выпекания крышечкам надо дать остыть полностью, и тогда их можно будет уже снять с коврика. Отлипают они более-менее нормально, и внутри они не пустые. Вот есть то мясо, которое говорят, что вот в макарон должно быть мясо вот в середине. Я не могу утверждать, что этот рецепт именно самый лучший, и он обязательно у всех получится. Вот я просто снимаю весь процесс, как я это все делаю, и делюсь им с вами. А вам уже решать, подходит вам это или не подходит. Если вам это видео было полезным и интересным, поставьте, пожалуйста, лайк, подписывайтесь на мой канал. Если у вас возникнут какие-то вопросы, задавайте мне их в комментариях, и я обязательно на все отвечу. Всем спасибо за внимание и до новых встреч!